Приветствую всех на канале Ниткотерапии. С вами Алена и Мия. И продолжение нашей первой части, которая вышла уже, и ссылочка будет внизу под описанием. Изделие из пуха норки, вот такой вот цвет, вот этого вот укороченного свитерка. Или же теплую футболочку, кто как называет. Итак, его можно носить вот так вот. Здесь V-образная горловинка. Как ее рассчитать и связать было в первой части видео, которое есть уже на канале, повторюсь. Вот. Мы делали регланом сверху. И во втором видео я вам покажу, как сделать рукава, как довязать свитер, как я делала вот здесь вот резиночку. Ну и в принципе наш перед вот эти вот помпончики. Свитерочек я вязала из вот такой вот пряжи цвет 806, это пух норки, в одну основную, в одну дополнительную нить. Расход у меня пошло 4 мотка основной нити 200 грамм и 3 мотка дополнительной. Вязала в одну основную и одну дополнительную нить. Спицами 3,5. Вот вам, собственно, мастер-класс, который уже есть на канале. На этом, в первой части я вам покажу или показала, как делать расчеты, как рассчитать горловину, как, собственно говоря, сделать вот эту горловину регланом сверху, все постепенно, по порядку покажу, как ее показала, как ее соединить. Дальше в первой части будет, как разделить на туловище и рукава, наши петли, которые у нас образовываются, так. Ну и теперь вот смотрите, наша горловинка. Если вы хотите горловинку сделать поменьше, вот так вот, то вы добавляете петли в каждом втором ряду спереди, так же как и по регланных линиях. Я здесь добавляла в каждом четвертом ряду, и потому у меня горловина получилась вот такой вот глубины. Если хотите еще глубже, можете в каждом четвертом ряду добавлять, а там остальные 6, например, добавок в каждом седьмом, восьмом ряду, то есть сделаете ниже. Итак, смотрите. У нас начинается часть 2, так, мы с вами вязали туловище, я провязала вот несколько сантиметров, для себя померила, можете одеть, померить, я просто померила сантиметровой вот этой вот лентой, сколько сантиметров у меня связано, просто вам показываю, как это делается. Очень удобно, потому что вы вяжете регланом сверху, до ВТО не пугайтесь, ваше изделие не будет такое пушистое, но после ВТО, вот посмотрите, как распушивается. ВТО это водно-техническая обработка, я стирала изделие в тепленькой воде с обычным линором для шерстяных изделий. Вот так вот распушилась при первой же стирке. Кстати, носите эту вещь с джинсовыми или кожаными вещами, потому что пух немножко остается. Итак, мы вяжем с вами длину, которая нам нужна, то есть от подмышек. Мы разделили с вами на рукава и туловище, так, перед и зад. Регланные линии мы взяли тоже в туловище, набрали по 6 петель под мышками, померили, сколько сантиметров у нас вам нужно. Если вы хотите длинненький, тогда вам нужно будет 5 моточков, сразу говорю, и вы вяжете подлиннее. Итак, длина наша связана. Я вот меняю наши спицы с 3,5, меняю на спицы номер 3. Пользуюсь моим набором. Описание набора тоже есть на моем канале, я оставлю вам ссылочку внизу под видео в описании, у кого интересует. И смотрите, и что мы делаем теперь? Теперь вот довязываем последнюю петельку, так, наш маркер, и вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. И 9 и 10 лицевую мы вяжем 2 петли вместе, тоже за переднюю стенку. Вот так вот. То есть делаем немножечко сокращение наших петель туловища. Вот в такой вот форме. Снова вяжем 8 лицевых. Это круговое вязание, потому вяжем за переднюю стеночку, чтобы петельки красиво ложились. И 9 и 10 вяжем вместе 2 петли лицевой. Таким образом вяжем до
конца ряда до вот этого вот маркера. То есть вяжем по кругу 8 лицевых, 9 10 вместе лицевой. Так, и смотрите, у нас было 232 петли. Так, мы сократили минус 31 петля, и сейчас после сокращения у нас выйдет 201 петля. Вот смотрите, я довязываю, так, довязываю 8 петлю, вот 8, 9 10 вяжу лицевую 2 петли вместе, так, вот доходя до маркера, и у меня остаются 2 петельки. Я их просто вяжу 2 петли как бы лицевой обычно, так? И у меня после вот этого сокращения получилось 201 петля, то есть 201 петля. Что мы делаем теперь? Следующий ряд мы вяжем резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая за переднюю стеночку и 1 изнаночная тоже за переднюю стенку. Вот, самым обычным способом теперь мы вяжем резинку 1 на 1, лицевая, изнаночная, лицевая, вот, изнаночная. И так вяжем по кругу на ту длину, которая вам необходима. Если вы хотите подлиннее, вяжите подлиннее, покороче, вяжите покороче. Кто повторяет за мной, то я провязала 20 рядов резинки 1 на 1 плюс 4 ряда полой резинки, после чего закрыла петельки. Как делать полую резинку, я покажу на примере рукава чуточку дальше. Так, вот смотрите, у нас горловинка, вот наши рукавчики, наши изделия. И вот я провязала 20 рядов резинки плюс обычный, плюс 4 ряда в конце полой резинкой и закрыла с помощью иглы. Делаю такой способ закрытия. Мне очень он нравится. Он при растяжении возвращается в обратное положение. Резиночка держит форму и очень красиво выглядит. Но резинку, полую резинку я вязала спицами 2,5. То есть саму резинку спицами 3. Так, основное изделие 3,5, резинку спицами номер 3 и полую резинку внизу вязала спицами 2,5. Итак, теперь беремся за рукав. Вот смотрите, у нас с вами на рукаве было 94 петли. Так, плюс на подмышке мы набирали 6 петель. И нам нужно будет поднять эти петельки. Не обязательно 6, мы поднимем кто сколько хочет. Рукава делаем точно так же в одну основную и в одну дополнительную нить. Спицами номер 3,5, 40 сантиметров в моей ситуации. И я поднимаю себе петельки. В данной ситуации я подниму 15 петель. Поскольку я очень сильно люблю такие, вы уже, кто долго на моем канале и меня смотрит, спасибо, кстати, вам большое. Я люблю такие широкенькие рукава, очень люблю даже такие вот как бы звоночками. Потому вы можете набрать поменьше. Итак, я вот здесь, вот смотрите, очень внимательно. Поднимайте петельки так, чтобы у вас не было дырочки. Можете даже пониже поднять. Вот, чтобы дырочки, как бы не было такой дырчатости. Видите, если я за вот эту петлю подниму, то будет дырочка, потому я поднимаю петельку пониже, чтобы красиво получалось подъем наших петелек. Вот, посмотрите, не вот так вот, видите, потому что будет дырка, а поднимаем за косичку пониже, вот, и вытягиваем. Вот в такой вот способ. То есть, повторюсь, у меня на спицах сейчас на леске 94 петли. Это те петли, которые мы оставили. Ой, извините, выпало. Так. Плюс я себе подняла 15 петель. В итоге на рукав на спиц 3,5 40 сантиметров я подняла 109 петель. Повторюсь, вы можете поднять меньше. Или же поднять столько, сколько я подняла. Просто будете там, например, в каждом 10 ряду возле маркера справа и слева делать сокращение, если вы хотите рукав поуже. То те девочки, которые делают все за мной, в основном это новички, потому что
опытные вязальщицы себе и так все сделают так, как они хотят, правда? Вот. А девочки, у которых нет опыта, то посоветую первый хотя бы сделать так, как я, а потом уже будете себе делать свои варианты. Вот смотрите, вот я подняла наши петли рукава, у меня 109 петель, видите, и теперь я по кругу буду себе вязать на ту длину, которую я хочу. Хотите длинный рукав, длинный, короче, короткий. Если вы хотите, чтобы у вас рукав был поуже, тогда вот эти вот возле маркера, перед маркером и после маркера вы вяжете 2 петли вместе, то есть сокращаете, и у вас анатомически будет правильная форма рукава, то есть она будет как бы не такая широкая. Я хотела именно целенаправленно иметь такой вот широкий фонаричком рукавчик, потому буду делать рукав, и у меня 109 петель. Да, кстати, я вязала петлями вот эту вот полую резинку спицами номер 2,5. И такого номера нету в моем любимом наборе, девочки. Это единственный минус, который я нашла. Я уже, наверное, больше чем полгода пользуюсь этим набором. Здесь размер спиц, как бы диаметр от 3. А вот в данной ситуации мне понадобилось спицы 2,5, так что минусы в наборе, а там такого вот диаметра спиц нету. Так, ну и возвращаемся к нашему рукаву. Итак, я лицевой гладью спицами номер 3,5 провязала 80 рядов. Вы можете провязать столько рядов, сколько вы захотите. Так, что я делала следующее? Сменила спицы на номер 2,5, рукавчики сразу вязала спицами 2,5 и сократила петельки. Сокращение я делала следующим способом. 2 петли лицевые, первая, вторая, третья, четвертая, 2 вместе лицевой. И так снова. После чего провязала 12 рядов резинкой 1 на 1 и плюс 4 ряда полой резинки и закрыла петельки иглой. Итак, смотрите, 12 рядов провязываете резинкой 1 на 1 и вяжем полую резинку. Как мы вяжем полую резинку? Первый ряд полой резинки. Лицевую вяжем лицевой, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевую вяжем лицевой, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевую лицевой, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. И так вяжем полностью по кругу целый ряд. Я рукава вяжу чулочными спицами, повторюсь, диаметром 2,5 сразу. Так, второй ряд. Второй ряд вяжем обратно. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. Изнаночную вяжем изнаночной. Видите? Лицевая снимаем, не провязывая нить за работой. Изнаночную вяжем изнаночной. И так вяжем по кругу. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. Изнаночную вяжем изнаночной. Встречаемся на 3-м ряду нашей полой резинки. 3-й ряд вяжем точно так же, как 1-й. Лицевую вяжем лицевой. Изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевую вяжем лицевой, изнаночную не провязывая снимаем нить перед работой. И так вяжем целый ряд. Встречаемся на последнем ряду полой резинки. Точно так же я делала резинку и на туловище. Так, вяжем и встречаемся на 4-м ряду полой резинки. Итак, 4-й ряд, последний нашей полой резинки, вяжем точно так же, как 2-й. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. Вот так вот. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой,
изнаночную вяжем изнаночной. Вы можете не заморачиваться, вязать обычно резинкой 1 на 1 и просто ее закрыть бабушкиным способом. Но мне больше нравится вот такая вот полая резинка и закрытие фабричным набором с помощью иглы, потому что, повторюсь, эта резиночка держит красиво форму и не растягивается. Итак, мы провязали с вами 4 ряда полой резинки. Теперь смотрите. Мы будем закрывать петельки иглой. Я сейчас быстренько покажу вам фабричный способ закрытия резинки 1 на 1 с помощью иглы. Вот, маркер мы уже убираем, он нам не нужен. Разглаживаем наши петельки, чтобы все было ровненько. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Нам нужно будет померить, сколько нам нити нужно оставить, чтобы закрыть петли иглой. Я обычно делаю вот так вот. Делаю в 4 кружочка. В принципе, всегда хватает 3, но лучше 4, чтобы их хватило. 3 кружочка на растяжение вашего рукава. И отрезаем ниточку, вставляем ее в иголку и делаем закрытие петель. Помните, очень важный момент. Закрытие петель всегда делаем, начиная с изнаночной петли. У нас здесь, обратите внимание, у меня, по крайней мере, здесь лицевая петля. Потому лицевую петлю я провяжу одну петельку, или же можно переснять, ну лучше провяжу. Так, и теперь делаю закрытие, начиная с изнаночной петли. Всегда закрываем фабричным набором иглой, начиная с изнаночной петли. Теперь смотрите. Мы иголкой входим в изнаночную петлю слева направо. Вот так вот, снизу вверх, направление слева направо. Ой, зацепилась ниточка. Вот так. Это очень легко, просто у меня на камеру спица, не хочется сделать вам эффекта выколи глаз. Так, вот. Дальше мы соединяем 2 близлежащие петельки лицевых, то есть 2 косички вот эти вот. Одна стеночка лицевой и вторая стеночка лицевой. Мы ее как бы соединяем между собой. То есть фабричное закрытие петель мы сделаем в 4 шага. Первый шаг: слева направо входим в изнаночную. Второй шаг: соединяем 2 лицевые. И третий шаг, смотрите, справа налево входим в изнаночную. То есть первое мы входили слева направо, 2 лицевые соединяли. И последний входим вот так, справа налево, в ту же самую изнаночную петлю, из которой начинали первоначально. Вот. Не стягивайте, чтобы у вас не было стягивания. Вот так вот, как есть, так 2 петельки снимаете. Не стягивайте ничего. Вот как есть, так и есть. Потом его растянете, и резиночка станет на свое место. Повторяю еще раз. Следующее делаем точно так же. Вот изнаночная петля. Мы входим в изнаночную петлю в направлении слева направо. Это первый шаг. Второй шаг. Соединяем 2 близлежащие лицевые петельки, то есть 2 косички. И здесь будьте очень внимательны, потому что мы предыдущую косичку, вот, видите, мы ее уже сбросили. Мы ее поднимаем стеночка к стеночке и соединяем эти 2 лицевые петли. Вот так вот. Третий шаг. Входим. Обратите внимание, не так, как первый раз входили, а с обратной стороны. Справа налево. Протягиваем нитку. И четвертый шаг. Снимаем 2 наши петельки. Вот так вот. Здесь не стягивайте, оставляйте так, как есть, потому что, помните, нам вот эта снятая лицевая понадобится. Ну и покажу последний разок. Вот, мы входим в изнаночную петельку слева направо, соединяем 2 стеночки лицевых и справа налево входим в ту же изнаночную петлю. Вот, и снимаем 2 петельки.
И таким образом мы иглой закрываем все петельки по кругу. Вот, посмотрите, наши петельки закрыты, и теперь вы можете их потянуть, они потянутся в свою, в свою форму, наберут своей формы. Кусочек нитки, который у нас останется, мы его иглой зашиваем где-то там внутрь. Так, и если остается хвостик, то, естественно, его отрезаем, это понятно. И вот такая вот резиночка у нас получается. Еще раз вам повторюсь, обвод руки у меня 27 сантиметров, вот в локтевом изгибе. Если у вас рука толще, тогда во время сокращения вы делаете не так, как я, 2 петли лицевой, первую, вторую вяжем лицевой, третью, четвертую вместе, а вы, например, вяжете 4 петли лицевой, а пятую и шестую вместе. Таким образом, если у вас шире рука, то вам, естественно, нужно будет сделать шире и рукав, так? Теперь, смотрите, теперь наша горловинка. Мы обработаем нашу горловину, поскольку она закручивается, и такая форма не очень мне нравится. Вот, значит, я делаю обработку горловины крючком номер 3,5, точно таким же крючком, которым я вязала изделие. Привязываем ниточку, тоже в одну основную, одну дополнительную нить. Начинаю вот со спины, с боковой части спины. И обратите внимание, вот у нас вот видите, косичка. Мы входим крючком не в эту косичку, а в петельку пониже. Вот, надеюсь, вам видно. Не сюда в косичку, а в косичку пониже. И вытягиваем петлю. Вот так вот. Дальше входим в следующую косичку, только не в последнюю, а в косичку пониже. Вытягиваем петельку вторую, так, и протягиваем ее через первую. Вот. И так делаем следующее. Еще раз вам повторюсь, вы делаете не в последнюю ячеечку косички, а в ячейку пониже. И вот так вот протягиваете одну петельку через вторую. Делаем это крючком. Вот у нас такая косичка получается, такая искусственно сделанная, да? Вот, то же самое. Если вы сделали горловину, а она у вас, например, сильно такая вот глубокая, вы хотите ее поднять, то вы можете здесь не в каждую косичку делать так, как я, потому что я хочу оставить ту же форму своей горловинки. А можете через косичку делать, то есть пропуская косичку. Видите? И тогда вы вот этим крючком тоже поднимете себе вырез. Я хочу вырез оставить точно такой же, как есть, потому я в каждую косичку вот делаю вот такую вот, я, честно говоря, крючком редко работаю, но именно обработку горловины мне очень нравится. Итак, мы прошлись по кругу, так вот, делаем воздушную петельку, и второй ряд, смотрите, что мы делаем. Мы теперь в ту косичку, которая у нас образовалась, видите, вот, мы сначала сделали такую дорожку косичек. И теперь входим в эту косичку. Вот так вот. И делаем столбик. Такой вот способ. Показываю еще раз. Вот. Входим в ту косичку, которую мы с вами целый ряд связали такую дорожку. И теперь в середину каждой косички мы входим и делаем вот такие вот столбики. Вот. Стараюсь вам навести резкость, чтобы вам было понятно, куда надо входить. То есть мы образовали вот косичку вот эту внизу, видите, такая дорожка из косичек, такой колосочек у нас получился. И теперь мы крючком входим. Сейчас я вытяну нитку и, наверное, спицей вам покажу, потому что для новичков хочу, чтобы было понятно. Вот смотрите. Вот наша дорожка из косичек, видите? Вот.
И в каждую косичку мы входим в серединку, вытягиваем ниточку и делаем вот сюда входим. Видите, в эту косичку крючком, в эту вот ячейку косички входим. То есть в каждую петельку нашей косички мы входим и вытягиваем петельку, делая вот такой вот столбик. И точно так же делаем снова по кругу нашей горловинки. То есть делаем обвязку нашей горловины, чтобы она была ровненькая, чтобы не закручивались петельки, поскольку это лицевая гладь, то, естественно, она немножко заворачивалась. В принципе, не было, сейчас я видела очень модные вот такие вот как бы горловины, да, но я больше люблю такой эстетический вариант, скажем так, чтобы было красивей. Ну, для меня так, по крайней мере, но у каждого свой взгляд на это, правда? И я не навязываю, просто вам показываю. Вот что у нас получилось. То есть горловинка у нас везде одинаковая. Еще раз повторюсь, если вы хотите оставить ту же длину горловины, тогда вы не затягивайте. Если хотите немножко стянуть горловинку, тогда делайте это на первом ряду, когда формируете вот эту вот дорожку из косичек. Ну и таким образом мы вяжем до конца ряда. Вот мы довязали до конца ряда, и теперь делаем завершающий столбик. Вот. Я сделала тугенько, потому крючком неудобно входить. Вот видите, там, где вы начинали работу, там входите и завершаете нашу работу. Вот. И протягиваю вот эту вот петельку таким образом. Ну и ниточку завязываю вглубь, чтобы, естественно, чтобы не торчала, чтобы нитка не торчала. Вот. Отрезаем кончик. И прячу ниточку внутрь, как бы ее крючком или иглой заворачиваю. Вот таким вот способом, чтобы ничего не было видно на лицевой стороне. И вот смотрите, вот такая вот обработка у нас получилась. Ее практически не видно. И в то же время наше изделие не заворачивается вовнутрь, а уже образовалась какая-то форма нашей горловинки V-образной, повторюсь. И вот так вот выглядит. В принципе, можно не делать вот этих вот кистей или помпонов. Можете оставить вот такую вот классическую форму вашей футболочки, вашего свитерка. Можете ее спустить на одно плечо, можете оставить так вот, как есть. Такую классику, вот такая вот горловинка, она, то есть здесь нет резинки, я себе придумала вот здесь вот связать, поскольку, повторюсь, я делаю для мамы, она не любит очень глубокого выреза. В принципе, начинала вязать для себя, мама себе захотела, вырез уже был готов, и я, девчонки, сделала вот такой вариант. В итоге, как для меня, получилось очень креативно, такой вот необычный свитерок. Я, смотрите, от плеча померила 15 сантиметров и пришила вот эти вот мои веревочки с помпоном. Вы можете сделать ниже, можете сделать выше, можете вообще, еще раз повторюсь, их как бы не делать. Или же можно сделать как такое украшение для вашего изделия. То есть вот вам показываю, презентую, как выглядит наше изделие без помпонов. В принципе, рукава мне тоже нравится, что они коротенькие, потому что я, честно говоря, всегда их подкатываю. Вот. Вот такой вот свитерок у нас выйдет. И теперь мы меряем, кто сколько захочет, чтобы были завязочки. В принципе, я думала, будет стягивать на плечевом изделии, но на плечах, но нет, не стягивает. Я себе булавочкой зазначила на себе, померив, где я хочу пришить вот эту вот мой шнурок с кистью или помпоном. Вот. И теперь просто ниткой
пришью с помощью иглы, пришью вот этот вот мой шнурочек, чтобы украсить мое изделие. Вот такой вот шнурочек. Кстати, если кого интересует, как сделать вот эту вот кисть и как сделать полый шнур с помощью спиц, будет следующее видео. Так что не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить. Я обязательно покажу, как я делала вот такую вот кисть и как я делала шнур с помощью спиц. Вот. Кому понравилось. Кому не понравилось, то, естественно, можно сделать классический вариант без никаких там помпонов и шнуровок. Опять же, повторюсь, мои милые девочки, те, которые со мной очень давно уже и знают прекрасно, что я люблю усложнять. Вот, я пришила вот этот вот мой шнур полый с кистью. Еще раз повторюсь, от плеча 15 сантиметров. Вот. Померила, сшила, и так у меня получилось. То есть не сильно стягивает и, соответственно, не сильно такая вот как бы глубокая горловина. Мне очень нравится вот так вот таким классическим способом просто ее завязать. Если честно, дает такую индивидуальность. Хотя и так ваша вещь будет индивидуальна, потому что она есть только у вас. Правда, потому что вы ее сделали. Можно сделать вот так вот пониже, то есть глубину выреза вы не сократите, оставить вот так или сделать обычным вот таким вот бантиком. То есть это уже кто как захочет. Еще раз вам продемонстрирую, покажу, как выглядит с шнуровочкой и с вот этими вот кистями. Теперь кратко по ВТО, водно-технической обработке. Если у вас головной убор, то я стираю его в такой тепленькой, даже горяченькой воде. Если это плечевое изделие, то не стирайте в горячей воде, поскольку эти ниточки обрабатываются специальным воском. И если вы постираете в горячей воде, то воск смывается и будут образовываться катышки. Я вам не рекомендую стирать в горячей воде плечевые изделия. Вот то, что у меня осталось из 4 мотков, то есть осталось кусочек, основной кусочек дополнительной нити и полностью целый моточек дополнительной нити. То есть на мой свитерок размера S пошло 4 мотка основной нити 200 грамм и 3 мотка дополнительной нити по 20 грамм, это 60 грамм. То есть можно сказать, 260 грамм пошло на свитерок. И теперь по ВТО мы просушили наше изделие и сделаем замеры. Вот от плеча до плеча у меня вышло 19 сантиметров. Вот здесь глубина по спинке 19 сантиметров. Сама регланная линия 28 сантиметров. Так, вот от начала и до конца, немножко ниже, чем регланная, так. Дальше длина полностью рукава 47 сантиметров, длина от подмышки 25 сантиметров, ширина рукава 12 сантиметров, то есть все без натяжки, так как лежит. Ширина самого рукава 22 сантиметра. Дальше длина от выреза и до конца 36 сантиметров. Сама резинка у нас 3 сантиметра. Дальше длина или высота самого свитерка у нас 55 сантиметров. От подмышки до конца 34 сантиметра. Ширина резинки 40 сантиметров. Ширина самого изделия 45 сантиметров. И длина вот этих кистей моих 40 сантиметров и шнуровка и 7 сантиметров кисть, то есть 47 сантиметров. Вот такое вот изделие у меня получилось. Хочу вам показать, как на улице распушивается. Очень люблю, девчонки, эту пряжу. Просто восхищаюсь ею. Она такая пушистая, такая вот, ну, классное изделие получается. Только предупреждаю еще разочек. Обязательно носите ее только с джинсами
или же с кожаными изделиями, потому что до 5 стирок будет немножко вот пушочек оставаться на шерстяных изделиях. Ну, разве что у вас все под тон, по цвету, тогда не страшно, можете носить с чем хотите. Ну и на этом все. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за лайки, подписки. Не забудьте подписаться те, кто не подписался, потому что 90% моих зрителей это зрители, которые не подписываются. Ну и что, до новых встреч, пока-пока. Следующее видео выйдет, как сделать шнуровку и кисть. Так что, кому интересно, до новых встреч. Послушных вам петелек, пока-пока.